Всем привет! Все знают, что нужно защищать свой смартфон, что есть пленки, защитные стекла, гидрогелевые пленки и есть всевозможные чехлы. Почему нужно защищать свой смартфон? Потому что может произойти вот такое недоразумение, можно сказать. Когда ваш смартфон, это, кстати, LG G6, может упасть на асфальт и разбиться вообще вдребезги. Давайте я вам покажу поближе. Вот так выглядит теперь данный смартфон. Гаджет я покупал где-то за $150. Так вот, если бы у меня было наклеено защитное стекло за $1, то такого бы не произошло. Так вот, у меня совсем недавно появился в эксплуатации смартфон Samsung Galaxy S21 Fan Edition. И я думаю, так, надо купить чехол. Вот, я пошел в официальный магазин, потому что телефон все-таки не дешевый. На то время я его покупал за $850. И говорю: девушка, дайте мне, пожалуйста, чехол. Оригинальный чехол, вот так он выглядит, все. И она говорит: да, конечно. $31 стоит оригинальный чехол на Samsung Galaxy Fan Edition. И я думаю, блин, что-то дороговато. Начал искать всевозможные варианты и нашел. И нашел я идеальный вариант, как купить оригинальный защитный чехол за $2 и сэкономить практически $30. Об этом я сегодня вам и расскажу. А также сделаю обзор на данный чехол. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Итак, сразу скажу, чтобы не было вопросов. Заказывал я данный чехол с сайта AliExpress. Стоил он $99. И вы спросите: боже мой, так это же подделка, как это можно за $2 купить оригинальный чехол? Скажу сразу, что я сравнивал данный чехол с оригинальным чехлом, и разницы нет вообще. То есть это действительно очень качественный, и отличить его от оригинального чехла вы не сможете. По расцветкам есть практически 14 расцветок. Также хочу напомнить, что вы можете на данном сайте, на AliExpress, купить как на Fan Edition, так и на S21, и на S21 Plus, и на S21 Ultra. Оригинальные чехлы. Стоят они все $99. Это практически на $30 меньше, чем оригинальный чехол. Теперь пройдемте по чехлу. Как вы можете заметить, у нас камера в Samsung Galaxy S21 Fan Edition выпирает из корпуса. И если вы кладете смартфон на какую-либо поверхность, камера ваша царапается. Да, есть там круглые вот такие области металлические, чтобы защищать ваши датчики. Но они иногда не справляются, если там песчинка лежит и так далее. Так вот, в данном чехле область также выпуклая. И ваша камера не будет выпирать из чехла, что очень и очень круто. Тем более мы здесь видим 3 отверстия под датчики. Это все идеально подходит. Также мы видим отверстия для вспышки. По поводу кнопок. С торца мы видим специальные выемки. Когда вы только купили чехол, данные кнопки нажимаются достаточно туго. Но после примерно 7 дней использования данного чехла
Все на идеальном уровне. Вырезы. В чехле есть вырезы. Вы можете посмотреть, что данные вырезы сделаны идеально. То есть никаких торчащих элементов, ничего вы тут не увидите. Также есть специальные отверстия для того, чтобы вы могли продеть в данный чехол тренчик, так называемый, то есть чтобы повесить чехол на руку. Но самое главное, что есть в данном чехле, это, конечно же, выступы для экрана. Если вы надели чехол на ваш смартфон, ваш экран защищен этими выступами. То есть у нас чехол идет, и где находится экран, он как бы залазит на смартфон, на экран, сам чехол. Но есть и проблемы. Если у вас наклеено защитное стекло больше, чем нужно, то чехол его приподнимет. Это единственный нюанс, который я нашел в данном чехле. Потому что, поверьте, $31 оригинальный чехол, ну, как я считаю, не стоит. Так вот, есть минус. Тем более вы тут можете увидеть, что есть специальная подложка для того, чтобы ваш смартфон не царапался снутри, чтобы, как вы знаете, сейчас многочисленные песчинки, если попадут внутрь чехла, и там нету вот этой подложки, то у вас появляются точки. И если сравнивать все-таки чехол за $2 и чехол за $31, потому что в официальном магазине данный чехол стоит $31, и там нет столько расцветок, и вы скажете, значит, это не оригинальный чехол, потому что здесь больше расцветок. Может быть, но он выполнен на таком уровне, что вы не отличите его от оригинального чехла. Это большой плюс китайцев, потому что вы можете за $2 купить практически все, что нужно. Кстати, говорю, что чехол доставляется, ну, практически за плюс-минус 1 месяц, по крайней мере в Беларуси. Я живу в Беларуси, и он дошел до меня за 1 месяц. В других регионах я, к сожалению, вам сказать не могу, за сколько дойдет данный чехол. Также нам говорит тот факт, что это не слишком оригинальный чехол, что, как вы видите, вот эта надпись тут находится, Samsung, а в оригинальном чехле она находится чуть-чуть ниже. Ну и все. Больше отличий нет. Все остальное выполнено на том же заводе, я уверен. Просто вот эту надпись налепили, можно сказать, сделали здесь. Все. А выбирать вам, покупать чехол оригинальный или купить чехол, можно сказать, за $2 с Алиэкспресса, точно такой же. Только есть один нюанс. Надпись. Все. Больше нюансов нету. Советую ли я к покупке данный чехол? Конечно же, да. Кстати, оставлю ссылку, кому интересно, это не реклама. Можете купить у другого продавца без каких-либо проблем. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.